Привет, друзья! Ну что, я во Флориде. У меня маленький отпуск. У нас идет дождь, и мы с моим другом Артемом. Привет, Артем. Привет. Решили зайти в кафе и немножко поболтать и записать для вас небольшое видео. Артем журналист. Он живет во Флориде уже сколько? 2 года. 2 года, да. И снимает разные интересные сюжеты для местных телеканалов и даже для федеральных каналов. Для национальных каналов, Для национальных, да. Для каких каналов ты снимаешь? «Голос Америки». «Голос Америки», отлично. И канал RTN в Нью-Йорке. И Артем мне обещал рассказать какую-нибудь забавную историю из своей флоридской жизни. Артем, что приходит тебе на ум? На ум приходит невкусный кофе, который мы только что купили, он зеленый. Но это не кофе, это матча. Да, прошу прощения. Друзья мои, ну вот я покажу вам в камеру. Запах отвратительный. Это очень полезно. И если пить матчу каждый день, то кожа будет хорошая. Да и ты вообще что? будешь ты здоров. Ладно, рассказывай нам историю. Про крокодилов будет история, да? История произошла в городе Клирвотер во Флориде. Это недалеко отсюда. Это где-то 70 миль от Орландо в сторону Санкт-Петербурга. Не в России, который. Да. К женщине 77 лет ночью пришел аллигатор. Чудно. Аллигатор длиною 2,5 метра. Он был очень большой, очень крупный. Он к ней пришел, постучал в дверь и сказал, можно или как? Практически так, только он был бестактный. Бестактный крокодил, друзья мои. Бестактный. Хорошее слово. Он не стучал, он сразу вошел. Он ворвался. Значит, большое стекло было у женщины в кухне. Большое... На двери, что ли, или в Нет, окне? прям окно очень большое. То есть окно в пол? В пол, да. Okay. И он его разбил своим весом, своим напором и вошел. Как он стремился попасть в эту квартиру. Значит, кухня, женщину Мэри зовут, кухня у нее такая продолговатая. То есть вытянутая. Вытянутая. И крокодил как раз втянулся в эту кухню посередине между шкафчиков и холодильником. И встал в этом проеме. И застрял. И застрял. То есть обратно он уже не мог идти, только вперед. А вперед это уже living room. Гостиная. Так. И в 4 часа утра, когда женщина шла в туалет ночью, в темноте, она обнаружила... Она наступила на него? Нет, он наполовину вошел в гостиную. Наполовину на кухне, наполовину в гостиной? Прелесть. Так. Она заметила его и закрылась в ванной и начала звонить в полицию. Полиция отреагировала, полицейские приехали в течение считанных минут. Если я не ошибаюсь, было 12 полицейских, которые в течение 2 часов пытались достать аллигатора. Сначала они пытались достать женщину из дома, потому что она отказывалась выходить, боясь попасться к аллигатору на зубок. На зубок. Она забаррикадировалась в ванной, и полицейские уговаривали ее оттуда выйти. Но в итоге они ее достали из ванной, и потом принялись доставать аллигатора из кухни. Они его оттянули в кухню обратно. Усложнялось тем, что его нельзя было подтянуть как-то вперед, потому что тогда бы он зашел в дом. И что тогда? Его нужно было доставать именно точно так же, как он заходил. Подожди, а почему, я не понимаю? Потому что продолговатая кухня, его невозможно было никак развернуть. Поэтому было принято решение скрутить его. Как преступника? Как преступника, да, буквально. Лапы за голову? За голову. Серьезно? Серьезно. Вау. И таким образом вытянуть его обратно на... Подожди, кто его, полицейские скручивали? Полицейские вызвали специально обученных людей, специалисты, которые занимаются этим, да. То есть во Флориде есть профессия, да, ловец аллигаторов. Да, отлавливатель аллигаторов. Это потрясающе. Друзья, представляете, ты зарабатываешь на жизнь тем, что ловишь аллигаторов. Но почему это происходит? Потому что в ту же самую ночь
когда Мэри позвонила в полицию, ей полицейские 911 сказали, что да, уже поехала служба, но оказывается в другой дом поехала. То есть в эту же ночь в другом доме тоже был аллигатор. В одну ночь 3 аллигатора, если я не ошибаюсь, были в домах жителей Флориды. Слушай, ну вот как жить во Флориде? Ящерицы бегают, змеи ползают, аллигаторы ходят. Что еще у вас? Тараканы летают. Еноты, ну, еноты, опоссумы, ну это не так страшно. броненосцы. Ну, они хотя бы животные. Хотя бы, знаете. Не страшно? Иногда страшновато. Ко мне в дом несколько раз за последний год, раза 4, залазили змеи. О, боже небольшие. Мой. Ой, кошмар. Уф. Ужи мы называем, да? По-английски это garden snake. Ну, уж она, конечно, безвредная змея, да, не ядовитая, но... Но один раз был питон. Маленький питон, но питон был, да. И что делать? К тебе заползла змея, и что? Нужно удалить. Как, шваброй, метлой? Шваброй. Ну, я не знаю, я не специалист, но вот шваброй, да, просто выметал из дома. А есть профессия отлавливатель змей? Наверняка. Я думаю, мы все-таки во Флориде, я думаю, наверняка что-то такое. Мы отвлеклись. А с женщиной чем кончилась история? История кончилась тем, что аллигатора удалили из дома. То есть вынесли? Вынесли, но страховая компания отказалась покрывать ущерб, да, потому что страховки Флориды не покрывают ущерб от диких животных. Он повредил холодильник, он повредил мебель, он разбил большое стекло, которое во всю стену. И она сетовала, что он разбил 2 бутылки ее любимого красного вина. Тем не менее, люди в комьюнити, где живет эта женщина, и полицейские, которые доставали аллигатора, собрали вместе деньги, что-то там 4 тысячи, около 4 тысяч долларов. Ничего себе, молодцы. Этого, конечно, это не покроет весь ущерб, но это какие-то деньги, на которые можно... Но на вино хватит, да? На вино наверняка. Слушай, ну спасибо тебе за историю такую интересную. Пожалуйста. Я смотрю, жизнь кипит во Флориде. А сейчас, друзья, мы поедем кормить черепашек. Артем пообещал мне, что тут есть черепахи. Черепахи сами себя не покормят. Черепахи сами себя не покормят, поэтому мы едем кормить черепах. Друзья мои, ну что, кормление черепах нам не удалось, потому что проворные утки и проворные чайки съели весь хлеб. Так что наши бедные черепашки уплыли ни с чем. Вот, они там плавают до сих пор и надеются, что мы дадим еще хлеба.